Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Час пик» писательница Нарине Абкарян. Здравствуйте, Нарине. Здравствуйте. Я слушал ваше выступление перед читателями вчера вечером и не мог не отметить некую самокритичность. Вы часто так легко и даже немножечко свысока говорите о себе самой. Почему? Или, может, я не прав в своей оценке? Нет, это правильное наблюдение. Я действительно самокритичный и неуверенный человек. Мне кажется, тут много объяснений этому. Во-первых, я старший ребенок в семье. У нас было 5 детей, и, слава богу, есть 5 детей, и я старшая девочка в семье. Естественно, это дополнительная ответственность, потому что тебя всегда ставят пример. Остальным говорят, вот, берите пример с нее, а тебе говорят, ты должна быть примером для младших. И у меня с моим братом 13 лет разницы, и я была немножко ему даже мамой. Поэтому, когда он обижался на маму, он меня называл мамой. Поэтому вот какое-то завышенное ожидание семьи к тебе, самокритичность, которая накладывается из многих компонентов. Во-первых, я человек понаехавший. Мне было очень некомфортно первое время в Москве не потому, что она мне не нравилась, а наоборот, мне казалось, что я совершенно не ко двору. И вот это ощущение слона в посудной лавке, когда все фарфоровое, прекрасное, все уже работает без тебя, а ты ввалился в этот огромный, сумасбродный, прекрасный город со своими какими-то заморочками и пытаешься подстроиться в это общее течение, у тебя не очень получается. Это тоже накладывает ощущение не своевременности, какой-то не просто понаехавшести, а какого-то вот неуместности. И это тоже накладывает. То есть, я могу бесконечно рассказывать про свои комплексы, но в общем в итоге получается, что все это собралось вот в такой клубок, но я с ним живу. Это мое, на самом деле, комфортное состояние. Я бы не сказала, что мне плохо быть самокритичной. Примирились с этим? Да. И мне кажется, это даже здорово, особенно для человека творческого, для писателя, для художника, для любого другого человека, который несет ответственность за то, что он создает. Нужно быть самокритичным. В тот момент, когда тебе начинает нравиться то, что ты делаешь, мне кажется, ты уже заканчиваешься как творческая единица. Ну, самокритика – это для творческого человека, это, конечно, очень хорошо. Но многие творческие люди с трудом принимают критику со стороны. Как вы к ней относитесь? Я стараюсь не читать критику, потому что она, во-первых, расстраивает. Во-вторых, хочешь ты того или нет, ты перенимаешь мнение другого человека, и ты начинаешь подстраиваться под это мнение. Ты будешь стараться писать не так, как ты считаешь нужным, как ты чувствуешь, как ты ощущаешь, ты уже станешь не собой. Мне кажется, человек ценен в том числе своими ошибками, в том числе в своих произведениях. И если оно у тебя не очень не идеальное, шероховатое и, может, неправильное с точки зрения читателя или критика, но оно твое, это я, это то, что я думаю, вот это мои мысли, соответственно, лучше пусть так. Я с огромным уважением отношусь к критикам. Я считаю, что это люди, которые, обратная сторона любого творческого процесса. Даже не обратная, а ровно такая же. Но если... И хвалебные отзывы, кстати, я не читаю именно поэтому, чтобы не возомнить о себе много чего того, кем и чем я на самом деле не являюсь. То есть не по-пушкински хвалу и клевету приемли равнодушно, это не про вас? Не про меня. Я вот не скажу, что меня не задевает критика или мне неудобно, когда я читаю прямо похвалу о себе. Поэтому я стараюсь как-то пропускать это мимо. Скажите честно, была когда-нибудь такая ситуация, как у булгаковской Маргариты, когда хотелось разнести квартиру критика Латунского? Нет, у меня такого не было. Может быть, потому что я занимаю несколько безобидную нишу в российской литературе. Она у меня такая этническая, немножко, может, даже беззащитная. И поэтому ее, может быть, особо и не хочется трогать. Мне так кажется. Я это для себя так объясняю.
сильно меня не ругали, сильно не хвалили. Может, это соразмерно моему дарованию и художественной ценности книг, которые я пишу. В любом случае, мне в этом моем положении очень комфортно. Я интроверт, я бы не сказала, что я социофоб, но у меня очень узкий круг общения, и мне очень сложно оттуда вылезать. И любое дополнительное внимание – это, конечно, испытание для меня. У нас сегодня такой разговор с литературными аллюзиями, очень, мне кажется, в тему. С Джоан Роулинг вас в одном из интервью сравнивали ваш приход в литературу с небезызвестной Джоан Роулинг. Есть ли, сами видите, параллели с ней? И вообще расскажите о том, как вы за перо взялись профессионально. Ой, я бы не стала себя сравнивать с Джоан Роулинг, потому что… Не нравится Гарри Поттер вам? Я обожаю Гарри Поттера, я с удовольствием прочитала. Притом я не читала по ходу того, как выходили книги. Я дождалась, пока история закончилась. И только тогда я прочитала все книги. Это было такое счастливое состояние возвращения в детство, когда ты читаешь книжку и смотришь, сколько там осталось страниц, расстраиваешься, что она скоро закончится. Я ей бесконечно благодарна. Я ее считаю великим писателем. Но мне кажется, она действительно явление. Но мой вопрос был не столько о литературном даровании, сколько о процессе прихода в литературу. Джоан Роулинг была достаточно далека от нее. Ну и вы тоже. У вас же профильное образование экономическое, кажется, да? Нет, я преподаватель русского языка и литературы в армянской школе. В этом есть специфика. Нас дополнительно обучали тому, как нужно объяснять армянскому ребенку правила русского языка. И я никогда не предполагала, что я стану писателем. Я переехала в Москву сразу после Брюсовского института, который окончила в Ереване. И кем я только не работала. И путь был достаточно ершистый у меня, и очень местами непростой. И писателем я стала совершенно случайно. Я этого не ждала. Я об этом даже не мечтала. Сначала, когда приехала в Москву, я устроилась в обменный пункт в гостиницу «Интурист». Совершенно случайно. Я даже не представляла, куда я иду работать. Мне просто нужна была работа. А тогда по всей Москве только-только открывались обменные пункты. И был такой Банк развития 21 век. Он открыл свой обменник в гостинице «Интурист», и меня с какой-то радости туда взяли. И вы представляете, понаехавшая из патриархальной воюющей республики девочка из многодетной семьи попадает в огромную гостиницу в центре Москвы. Я впервые в жизни увидела интердевочек. Я увидела живого Кобзона, я увидела молодого Юдашкина, который был пока никому неизвестным модельером и приходил туда. Я видела первые казино, я видела первых лудоманов. Для меня это был такой урок жизни. Ты сидишь в этом обменном пункте, и вот это вот окошечко мутненькое, такое маленькое, наблюдаешь огромный мир. Иностранцы, администраторы. Мы же сутками работали, и ночью, когда относительная тишина, ты наблюдаешь, как там все убирают, выползают уборщицы с пылесосами. Это 24 часа незнакомой жизни, к которой ты никогда не привыкнешь. И было много смешных и казусных историй, было много грустных историй. У нас не было инкассаторской машины, то есть это была ржавая шестерка, которая постоянно ломалась, она была не бронированная, то есть толку от нее было ноль. И периодически мы с этими инкассаторскими сумками, когда машина ломалась, с Покровки пешком доходили до Интуриста. С трясущимся сердцем. Да, потому что считалось, что лучше пешком, чем на метро больше грабят. И вы представляете, с этими деньгами мы приходили в Интурист и работали сутки. Притом я застала совершенно смешные времена, когда инспекторы налоговых служб, которые приходили проверять работу обменных пунктов, они сами толком не знали, как выглядит валюта. И мы им объясняли какие-то нюансы, какие-то вещи. В общем, и я через это прошла, и это, мне кажется, меня очень воспитало, придало сил. И благодаря
5 годам, которые я провела в обменном пункте, я, видимо, и выстояла в Москве. Как раньше эти телевизоры маленькие были, вот через Да. такое окошечко весь мир, да, Да, можно было именно увидеть. что. У меня было ровно такое же ощущение. А расскажите о знакомстве с интердевочками. Я знаю, у вас там была одна история. Ой, много было смешных историй. Со мной случались истории в 90-е годы. На Тверской было много девочек. И их периодически забирала милиция. И однажды меня тоже замели. То есть как замели? Я шла на работу, я вышла из метро, иду к интуристу, а девочек прямо забирают и запихивают в милицейские пазики. И меня тоже этот милиционер схватил за руку и потащил. Я говорю, отпустите меня, я не такая. Он говорит, вы все говорите, что вы не такие. И я понимаю, что все, меня сейчас увезут. Мне просто повезло, в этот момент из интуриста вышел начальник охраны, он увидел, что меня затаскивают в пазик и сказал, отпустите ее, крикнул, она наша. Этот милиционер другому говорит, отпустите ее, она валютная проститутка. Это тогда было мне не смешно, это сейчас смешно. Наблюдать интердевочек – это большое испытание, потому что ты видишь, до чего проклятая это тяжелая, чудовищная эта работа и жизнь. И однажды, я помню, в интурист приехала бывшая интердевочка, которая вышла замуж и уехала за границу. А она вошла в интурист роскошно одета, и она, видимо, вернулась туда, где она начиналась, для того, чтобы, видимо, может замкнуть этот круг или самоутвердиться. И она вплывает в интурист, красиво очень одетая, она вся сияла, вся такая счастливая, смеющаяся. Ее тут же окружили ее бывшие Товарки. коллеги, да. И я наблюдала их, кто-то радовался, кто-то завидовал, кто-то искренне горевал, кому-то было тяжело. И это тоже такое впечатление, будто ты перемещаешься в какую-то параллельную реальность и наблюдаешь вещи, которые никогда бы ты не увидел, если бы ты остался в Армении, если бы ты не работал в интуристе. Но вы никогда не жалели, что покинули родную страну? Ведь помимо всего того хорошего, что вы увидели, что вы пережили, я думаю, быть понаехавшей, особенно в начале, но это крайне тяжелый опыт для души. Очень тяжелый опыт. Я и не очень хотела уезжать. Просто моя мама, она всегда верила, что я могу добиться большего. Поэтому я уступила просто ее просьбам. А я бы не уехала. И в те времена это был чудовищный исход, потому что воюющая страна, люди уезжали прям семьями. И я помню, аэропорт был забит до предела. И я стояла вот в этой толпе, зажатой со всех сторон людьми, и думала, куда я еду, зачем я еду, мы все уезжаем. Видимо, мне кажется, все-таки вот судьба, она ведет человека. Видимо, у меня была такая судьба, видимо, такое предназначение уехать когда-нибудь из родины, чтобы потом писать только о ней. Потом, после интуриста, продолжаем разговор. Я какое-то время пыталась заниматься бизнесом. Я, слава богу, прогорела. Это была тоже очень смешная история. У меня даже есть об этом вопрос, почему слава богу? Потому что мы легко отделались. У меня была знакомая, у которой было 20 тысяч долларов, а у меня были знакомые, которые по дешевке нам бы сдали помещение. А у моей знакомой еще были знакомые ФСБшники, которые тогда сбывали контрафактный товар. И мы у них купили джинсы за 350 рублей. Это было дешево. Но ты, когда покупаешь контрафактный товар, ты покупаешь кота в мешке, ты не знаешь, как он выглядит. И когда приехали эти джинсы, мы были в ужасе, потому что они были такого вида, такой расцветки и такого фасона, что мы поняли, что их никто не купит. И нам просто повезло, потому что в том здании, где у нас находился офис, на последнем этаже была строительная компания. И директор этой строительной компании, который 3 дня ходил к нам, щупал товар и называл нас дурами, и мы за это его ужасно ненавидели, он сжалился над нами, он эти джинсы купил для своих
рабочих. И этим нас спас. В итоге мы потеряли всего $800. Мы поняли, что бизнес не наша, и радостно занялись каждый своими делами. Какие у меня были дела? У меня была другая подруга, бывший врач, которая переучилась на бухгалтера и стала очень хорошим бухгалтером. И она сказала: Нарине, посмотри на себя, ты прям будущий опытный бухгалтер. Давай мы тебя устроим на курсы, и ты будешь хорошо зарабатывать. Я честно отучилась на курсах бухгалтеров и стала самым тупым бухгалтером Москвы. Я без преувеличения это говорю, потому что, эта профессия была мне просто противопоказана. Я ее не понимала, я ее не любила. У меня никогда не было нулевой отчетности, но я думаю, если бы даже она у меня была, она бы, наверное, не сошлась. Я, наверное, была единственным единственным работником, бухгалтером, которого действительно боялись и инспекторы налоговых служб, пенсионного фонда и прочее, потому что я, когда к ним приходила со своей отчетностью, у них на лбу написано было «только не ко мне». И у меня наступил такой очень непростой период в жизни, потому что я была нереализована в профессии, я была достаточно... такой непростой период был в моей семейной жизни, и плюс к тому еще мне поставили неправильный диагноз, слава богу, неправильный, рассеянный склероз. Я даже не знала, что такое рассеянный склероз, я решила, что это просто склероз. Подумала, в принципе, с ним можно жить. Потом, когда я прочитала и поняла, что это действительно тяжелое заболевание, кстати, вот у Джоан Роулинг мама ушла от того же заболевания, вот тогда я не то что испугалась, я поняла, что я в безвыходной ситуации, у меня 8-летний сын, и мне нужно как-то планировать даже не свою жизнь, а его жизнь, чтобы к тому времени, когда я не смогу за себя отвечать, мой ребенок был бы в надежных руках. Нет, я не думала об этом, я думала о том, что, значит, соответственно, у него должны быть люди, которые возьмут заботу о нем и поведут по жизни. Как-то так. И вот в этой непростой, тяжелой для меня ситуации я завожу страничку в живом журнале и начинаю вывешивать там смешные истории из моего детства. Я не знаю, как так получилось, что в таком угнетенном, депрессивном состоянии я стала писать смешные истории. Я не объясню, как это, потому что я сама не знаю. Я помню, я писала и смеялась. Это же терапия. Тоже, наверное, да. И это совершенно, наверное, такое немножко страшное зрелище, когда человек в отчаянии пишет смешное и смеется над тем, что он пишет. Я, наверное, была немножко такой Джокер. Или Гоголь. Да, или Гоголь, да. И ко мне обратилось издательство. Я не собиралась никуда эти истории отправлять. Ко мне обратился издатель мой отважный, Александр Прокопович, который предложил сделать книжку. Вот так я стала писателем. И что самое удивительное, когда вышла «Манюня», буквально через месяц, через полтора мне сняли диагноз. Дядь Миша считал, что в БА погибла великая актриса, а иногда смешно передразнивал ее, когда мы возвращались домой после очередного похода в наш убогий городской универмаг. Но порой БА выкидывала такие фортели, что даже флегматичный дядя Миша выходил из себя. «Объясни мне, пожалуйста», — ругался он, «зачем тебе надо было становиться в первую позицию и вещать на весь магазин о том, что на этих чулках должны повеситься члены политбюро? Ты забыла, в какой стране мы живем? Из-за твоих выходов приходится жить с постоянно подобранным сфинктером ануса, потому что чуть расслабился, и ты уже не мужик». Цитата из вашего интервью. «Главное не профессия, а личное качество человека. Близким без разницы, с кем жить. С писателем, с врачом, с слесарем или с архитектором. Люби, заботься, будь рядом, когда нужна поддержка». Вот в тот момент, когда вы приехали, у вас поддержка в чужой, большой и сложной Москве была, и если ее не было, то как вы без нее справились?
Во-первых, у меня был мой прекрасный муж, во-первых, у меня был ребенок, которого я родила в 24 года. Ребенок скорее не поддержка, наоборот, только в тот момент был. Да, конечно, это и огромная ответственность, и большой труд, но в то же время ощущение того, что у тебя есть ребенок, что ты мама, это греет, это поддерживает, это не дает расслабиться. У меня всегда на связи были мои родные, с которыми я могла поговорить, мои друзья, но ощущение того, что вот той лягушки, которая попала в кувшин со сметаной или взбить до состояния масла, или пойти ко дну, не покидает тебя никогда. Я в одном интервью Веры Полосковой прочитала, она ровно те же ощущения описывала, она говорила, у меня никогда не покидало ощущение, что меня под подбородок кто-то вот поддерживает и не дает утонуть. У меня ровно было то же ощущение. И я периодически думала, что, может, это мои бабушки-дедушки, которые умерли, но они рядом. И что это материнская любовь, сестринская любовь, любовь брата, который на расстоянии как-то поддерживает. В любом случае ощущение того, что кто-то есть у тебя и кто-то рядом, оно меня никогда не покидало. Более того, у меня в жизни однажды случилась история такая, знаете, инфернальная совершенно, которая мне все-таки дала какой-то знак, что люди, которые уже там, потусторонние, они все-таки протягивают тебе руку помощи. У меня был одноклассник, чудовищный мальчик, которого никто не любил, он третировал всех, весь класс, и особенно меня, потому что мы жили в соседних домах, и у его мамы и у моей прабабушки вышел какой-то конфликт. На почве там они не поделили, то ли перенесли забор, то ли что-то еще, обычная деревенская история. Да. И вот эта вот неприязнь его мамы перенеслась на него, и он, конечно, меня третировал жутко. А потом мы выросли, окончили школу, он женился. И там случилась совершенно дикая история. Он погиб, когда у него жена была на 5-м месяце беременности. А его мама заставила ее сделать аборт и выгнала из дому. И мы все были в ужасе от всей этой истории. А потом в Москве. Ребенку моему было месяцев 6-7. Я его уложила спать и поставила чайник. Хотела попить чаю. И пришла посмотреть, спит он или нет, легла рядом и тоже уснула. И мне снится мой вот этот одноклассник. И он на меня смотрел вот тем же взглядом, каким он смотрел ненавидящим, которым он всегда на меня смотрел в школьные годы. И мне строго так говорит: Марина, ты ничего не забыла? И я говорю: нет, ничего не забыла. Он говорит: ты забыла что-то. И с такой претензией. И он меня очень сильно толкнул. И я проснулась, я честно проснулась от толчка. И я проснулась от толчка, и я поняла, что дом весь заполнился запахом газа. Я, значит, выскочила из квартиры, вынесла ребенка, отдала соседям, распахнула все окна. Дышать было невозможно. Я потом отравилась, меня выворачивало. Слава богу, с ребенком ничего. А вечером, когда я сошла мыться, у меня на руке, вот там, где был удар, у меня было вот такое вот пятно. Реально осталось пятно красное. И он оттуда, мне кажется, он спас меня, он спас моего ребенка. Я верю, что люди, которые уходят, во-первых, ты не знаешь, что испытание, которое тебе дано в отношениях с каким-либо человеком, для чего оно, к чему оно приведет, как закончится. И, во-вторых, я верю, что люди, которые там, они действительно, если ситуация критическая, они протягивают руку помощи. По поводу писательства вы сами заговорили о ЖЖ. Цитата из вашего интервью. Я хорошо подготовился. «Я была жутко собой недовольна». Еще одно, да, недовольство собой. Из-за какой-то профессиональной нереализованности завела себе страничку в ЖЖ и стала писать туда посты. Но вот на мой взгляд, ЖЖ – это журналистика больше, не совсем это писательство. Не прав ли я? И вообще какая разница между книгами и вот этими зарисовками в ЖЖ с точки зрения литературной? Ну, ЖЖ тогда было прекрасное место, скажем так.
интеллигентных, креативных, умных людей, талантливых, в том числе, понятно, что публика разная, которые находили там себе подобных. Я пришла в ЖЖ после того, как прочитала в «Новой газете» выборку, которую составил Антон Носик. Там были вот первые знаменитые ЖЖ-блогеры, там была Лена Недоразумение, Артемий Лебедев, Рустам Агадамов, который там другой. И я прочитала это, мне это понравилось. И я завела себе страничку для того, чтобы их читать. Я подписалась на всех, я с удовольствием читала, они разные. И не всегда я с ним была согласна, но это были люди, которые мне были интересны. Это было сообщество единоверцев. Да. Да, даже. Мне кажется, это было сообщество креативных людей, которые умели смеяться, умели шутить над собой, и это было здорово. И поверьте, я там нашла прекрасных совершенно друзей. Вот. А потом, когда ЖЖ развалился, мне было очень больно, потому что мы все вылезли оттуда. И я знаю замечательных писателей, которые состоялись именно в ЖЖ. Даже Яна Вагнер, которую я очень люблю, она главы своего вангозера вывешивала там. Поэтому это была возможность читать людей, которые тебе интересны, общаться с ними, самому пытаться писать. И я не думаю, что это прямо журналистская площадка. Эта площадка была для всех, для самовыражения. Там я полюбила Веру Полоскову, я и до этого знала. Я там полюбила Лору Белоиван, которая живет во Владивостоке, спасает тюленей, потрясающий художник и потрясающий писатель. Я бы их никогда не узнала, если бы не ЖЖ. Поэтому я очень не узнали бы, да, в том числе. Поэтому это была счастливая площадка, это был мощный старт. И спасибо ЖЖ большое вот тогдашнему ЖЖ, потому что оно нас сделало. О чем была ваша первая история? Помните свой самый первый рассказ, свою первую зарисовку? Я сейчас уже не вспомню, но сначала я писала просто короткие какие-то посты, свои наблюдения, а потом я оттуда ушла надолго. Года на 3, а потом вернулась и стала вывешивать. А успех свой в ЖЖ помните? Вот какую-то первую, которую там больше всего людей прочитала, прокомментировала? Наверное, успех, когда на тебя подписали уже 1000 читателей. Вот когда 1000 человек тебя читают, это уже по тем временам это был огромный успех, конечно. Был какой-то вот такой момент поворотный, когда вы почувствовали, что я популярна, я чего-то стою в писательском смысле, плане? Может быть, когда уже стали ставить Манюню в театре. Вот когда издатель позвонил совершенно удивленно и сказал: Нарина, ты знаешь, вот первая Манюня за 3 недели там разошлась, первый тираж, будем допечатывать. Вот какие-то такие звоночки, которые, во-первых, тебя пугают, потому что одно дело, когда ты пишешь какие-то истории у себя в ЖЖ, а потом оказывается, что эти книжки полюбили, их покупают, и у тебя появляется определенное чувство ответственности перед твоим читателем. Он от тебя ждет книг. Он верит в тебя, он считает себя писателем. Ты можешь себя писателем не считать, но раз он тебя читает, соответственно, таковым тебя и считает. И, соответственно, ты должен как-то соответствовать, да, извините за тавтологию, его видению тебя как автора. Это сложно, это пугает, но и поддерживает очень. Вот какие-то вот такие были у меня звоночки. А вообще для вас писательский труд – это работа, хобби, ярмо или, может быть, словами Брюсова, вы же как раз в Брюсовском институте учились, не любовь, не нежность, а неизбежность? Это спасение было для меня, потому что я, по крайней мере, ощутила себя востребованным человеком. Я стала заниматься делом, которое мне действительно нравилось. У меня множество вопросов к моим книгам, но какое счастье, что они у меня есть, какое счастье, что у меня есть возможность пока, я надеюсь, что она будет, хотя страх того, что когда-нибудь тебе не будет писаться, он тебя не покидает. Что у меня есть вот это состояние любви к словам,
И мне кажется, они немножко отвечают мне взаимностью. Поэтому это большое благословение для меня. Ну и тяжкий труд. Тяжкий труд. Ты себя заставляешь работать, потому что это выматывающая работа. Я до поры до времени не знала, что подпитывает творческого человека. Вот тот огонь, который тебя поддерживает, откуда ты черпаешь свои силы. Я потом поняла, что черпаем мы свои силы из своих эмоций. Любовь, привязанность, преданность, забота. Вот все то, что обуславливает нормальные отношения в семье, нормальную атмосферу, вот это и жертвуется ради того, чтобы писать. И нужно научиться правильно расставлять приоритеты и правильно экономить силы, чтобы, когда пришел из школы твой ребенок вернулся, у тебя осталась эмоция и сил его обнять, поговорить с ним, узнать, как у него дела и прочее, прочее. Иначе, если ты перегораешь в тексте, к вечеру ты выжатый лимон, и тебе ничего уже не интересно, и тебе никто не нужен. Этому тоже никто не учит, к этому ты с возрастом приходишь, с опытом. Вы профессиональный писатель. Вы чувствуете, что это ваша специальность, профессия, я не знаю, должность, может быть, в какой-то степени? Ну, я хочу, чтобы это так было. Я хочу, чтобы было и дальше так. Я бы не сказала, что это моя специальность. И даже я бы не сказала, что это предназначение мое. И тут я не лукавлю, потому что это не уверенность. Это страх, что когда-нибудь я не напишу, кончусь как автор, и все. А дальше кем я буду? Я не буду писателем. Хотелось, чтобы это было так. Знаете, как спортсмены. Они сначала играют в футбол, а потом становятся тренерами. Бывшими спортсменами, да. Я не хочу быть бывшим писателем. Еще о писательском. У нас много сегодня литературных аллюзий. Есть знаменитое видео, где общаются Стивен Кинг и Джей Р. Мартин, автор «Игры престолов». Они обсуждают процесс написания книг. И Мартин говорит о том, что это безумно мучительно. Это страх белого листа. Бывает так, что ты месяцами не можешь строчки написать. Что ему невозмутимый Стивен Кинг говорит, что «а я пишу по 6 страниц в день». Как это у вас происходит? У вас есть какая-то норма выработки, что ли? Я была счастлива, если бы я писала по 6 страниц в день. Я стараюсь написать 1 страницу. Притом это не означает, что ты завтра не половину из того, что ты вчера написал, не выкинешь. Просто нужно себя контролировать, нужно заставлять себя работать, потому что если ты 1 день не пишешь или 2-й день не пишешь, на 3-й день тебе очень сложно вернуться к работе. Это действительно выматывающий труд. Притом ты физически устаешь, ты к концу работы ты прямо выжат до предела. Но это счастливое состояние, потому что если у тебя что-то получается, это прям такая эйфория. Это такое чувство восторга, как будто тебе Дед Мороз принес какой-то неожиданный подарок. Но это большая редкость. Вдохновение в писательском труде – большая редкость. Так было с Манюней. Подарок. Ну да, наверное. Да, наверное. Под елку вам положили. Да. Мне ее положили под елку, и спасибо огромное, что мне ее потом еще подарок в моей жизни вас. случил. Может быть. Вот начинающие писатели иногда спрашивают: Нарина, легко писать? Нет, не легко, но прекрасно. Ну да, как-то так. По сравнению со всеми остальными, у вас же было достаточно много специальностей. Это легче все-таки, чем быть плохим бухгалтером или успешно обменивать деньги? Или наоборот, гораздо сложнее, просто вы с этим справляетесь? Наверное, легче, потому что это мне нравится. Мне не нравилось менять деньги, мне не нравилось продавать джинсы, мне не нравилось быть бухгалтером. Но это вот та профессия, это профессия, может писательство назвать профессией, я даже не знаю. Конечно, человек, который выпустил столько книг. То дело, которое мне действительно нравится. А бывает так, что ваши герои спорят с вами и не хотят делать то, что вы им говорите? Раньше, когда я не писала книг,
Я думала, что это авторское кокетство. Ну, как такое может быть, что персонаж не слушается автора? Вы знаете, это действительно так. Потому что иногда ты хочешь написать одно, а получается совсем другое. Более того, иногда у тебя откуда-то вылезают персонажи, которых ты не планировал, и ты не знаешь, как с ними дальше быть. Например, в книжке «С неба упали 3 яблока» у меня внезапно вылез белый павлин. И я не знала действительно, что с ним делать. И когда эта история как-то логически завершилась, наверное, самым счастливым человеком была я. Потому что вот ощущение растерянности, и ты понимаешь, что без него никак, и не знаешь, что дальше с ним делать. Это тоже дополнительное напряжение для писателя. И самое удивительное, что потом мне по жизни часто попадаются белые павлины. И это удивительно. Я приехала в Болгарию, там фонтан был в виде белого павлина. Я приехала в Италию, вышла прямо на дверь, которая была расписана белыми павлинами. Видимо, это тоже какой-то такой привет. Я понимаю, что заговорили, вернее, вы сказали о вашем диагнозе, который поставили, к счастью, не подтвердившимся. И творчество для вас было в определенной степени терапией. Вот я нашел статью Энн Ламотт, это известная достаточно писательница, она говорила, что привычка писать, наблюдать за жизнью, воспринимать жизнь как сырье, она успокаивает так же, как привычка грызть ногти. А еще один литературный мастер Юрген Вольф писал о том, что такие мэтры, как Маркес, Вирджиния Вульф и даже Достоевский, с помощью своего творчества справлялись с какими-то своими комплексами, страхами и внутренними переживаниями. Ваше творчество, оно помогло вам справиться с недугом, в существовании которого вы верили и вас убеждали? У меня была травма, наверное, сильнее, чем этот недуг. Это война. Поэтому, скорее всего, книжка о войне, она и стала тем испытанием, через которое это действительно было испытание большое, потому что, когда я ее написала, я потом где-то 1,5 года не могла ничего написать. Видимо, мое какое-то избавление от пережитого случилось именно тогда. Видимо, вот этот целебный эффект тогда и случился. Я предполагала написать 40 рассказов о войне, у меня получилось 30. У меня кончились силы, я поняла, что я не дотяну. И я поставила точку, книжка вышла, и мало того, что она меня полностью опустошила, но она меня еще... Вот та пустота, которой я наполнилась, она как будто меня излечила. Вот тогда ушли очень много страхов, комплексов, переживаний. Я просто перелистнула эту страницу, теперь она у меня осталась в прошлом, меньше боюсь. В доме стояла такая тишина, что можно было услышать биение собственного сердца. Размика нигде не было, но он нашелся на заднем дворе, наспех закиданный комьями земли и садовым инвентарем. Метаксия собрала с его лица землю, подержала в руках. Не давая себе отчета в том, что творит, съела горстку, давясь от боли и ужаса. Остальное высыпала себе за пазуху. Затопила печь, поставила греться в воду, вытащила из погреба большой таз, в котором замачивала шерсть. Уложил туда размика. Мыла осторожно, не дыша, словно боясь разбудить. Насколько это была автобиографичная книга? Где та грань между придумкой и правдой? На самом деле, война – это, конечно, очень непростое испытание для любого человека. Она тебя унижает, она убивает человеческое достоинство, она ставит тебя в рамки, когда ты себя ощущаешь не просто зависимым, а униженным, угнетенным до крайней степени. Вот представьте себе в твой город, где ты родился, вырос, где ты привык, допустим, купаться в речке, бегать по садам и прочее, приходит война, и ты всего этого не можешь себе позволить только потому, что
этого не хочет она. Это вот какой-то идет очень сильная борьба с собой в том числе. Потому что ты гасишь себе ощущение свободы. Страха не было тогда. Страх приходит потом. Потому что я помню, мы под бомбежку попадали в открытом поле и спасались много раз дома в прихожей. Это самая безопасная комната в квартире. Окна далеко. Окна далеко. Главное, там две, значит, хитрости. Нельзя находиться под светильником, под люстрой. И нужно все двери, на которых есть витражи, завесить пледами, потому что взрывной волной может выбить стекла. А так, в принципе, это была более-менее безопасная комната в квартире. И все спасались так. Страха не было. Я еще раз подчеркиваю, страх приходит потом. Ну, у меня не было. Но книжку о войне я написала не о себе. Я написала о людях, которые пережили войну и живут до сих пор с ней. И хотелось о каждом из них написать отдельную какую-нибудь историю. Я их собирала, эти истории. Одну историю я привезла из Грузии. Я познакомилась с чудесным человеком, лучезарным, потрясающим, очень веселым, который смешил нас на протяжении 3 часа. А потом он на 10 минут вышел куда-то и сказали, что вот, вы знаете, он беженец из Сухуми, его брата младшего убили, и он вынес на себе его, чтобы похоронить там в Грузии, чтобы можно было ему ходить на могилу брата. И это был самый веселый человек, которого я когда-либо встречала в жизни. И хочется об этих людях писать, конечно, чтобы о них знали. Больше не будете возвращаться к этой теме? Больше не буду возвращаться, если только какими-то эпизодами. Я вообще не представляю, как люди пишут о войне. Я не представляю, как они не сходят с ума после этого. И поэтому это для меня было большое испытание. И я туда возвращаться не буду. Хотя я родом из приграничья, и там до сих пор война, и когда ребенок 7 лет знает о войне больше, чем ты, это, конечно, страшно. Ну, в общем, это тоже жизнь. Ну, что поделаешь. Наверняка родные читали эту книгу. Читали. Что они вам говорили? Для них это было тоже испытание. Мама говорит, что это твоя единственная книга, которую я очень долго читала, потому что невозможно ее нахрапом прочитать. Ну, что они могут сказать? Мама с папой до сих пор там живут. Поэтому это для них уже нормальная жизнь. Кто первый человек, кто читает ваши книги? Ваш редактор? Я и мой редактор, и больше никто. Я никому больше не показываю. Вы переписываете много? Да, до посинения, до ненависти текста, до... Вот когда тебе уже не хочется видеть рукопись, нужно ее отправлять уже в издательство. Есть что-то, что вы так и не издали, потому что допереписывались? Есть. Есть кое-что, что я отложила, потому что почувствовала, что я не справляюсь с этим. Оставила на потом. Есть такие истории. Что-то мне не нравилось, я выкинула даже. Ну, по-разному бывает. Расскажите о том, что вы сейчас пишете, хотя бы в 2 словах. Это очень, на самом деле, печальная, с одной стороны, история, потому что я планировала одно, получилось другое. У меня всегда так. Если даже я пытаюсь как-то спланировать свое произведение, оно у меня получается совсем другим. А я в очередной свой приезд в Берд, мама мне рассказала историю о том, как хоронили человека, у него случился инсульт, а от инсульта может синеть затылок, и потом уши синеют. И, значит, лежит человек в гробу, его окружили женщины и думают, как бы синие уши прикрыть, чем-нибудь прикрыть или как-нибудь загримировать, чтобы они не имели такой вызывающий синий вид. И кто-то вспомнил, что была знахарка такая, которая лечила ушибы и синяки гусиным жиром, и предложил обмазать уши покойнику гусиным жиром. И мама мне эту историю рассказывает. И она мне так понравилась, что я придумала пост и вывесила его в Фейсбуке. А потом, когда я увидела этот пост, он у меня какое-то время
ну, то есть увидела, как я вернулась к нему через какое-то время, перечитала, я поняла, что я хочу об этом писать. Смерть – это не только боль, страх, ощущение потери и прочее. Это еще ведь много смешного, что случается на похоронах. К смерти тоже нужно по-разному относиться, не только как к уходу, к прощанию навсегда, но и как к избавлению. И я знаю много смешных историй, которые случались на похоронах. Одну рассказала моя замечательная подруга Виктория Кирди. Умерла бабушка, и должны были взять посуду на прокат, потому что тарелок дома не хватало к поминальному столу. Привезли тарелки, и на всех тарелках было написано «С праздником, с праздником, с праздником». Просто других тарелок не было. И поминальный стол был уставлен вот этими тарелками. И я решила написать сборник рассказов именно о смешных рассказов о похоронах. У Людмилы Улицкой есть веселые похороны, да? А я хотела написать вот такие веселые проводы. Но у меня получилась несколько другая история, более развернутая, не рассказ, но я все-таки хочу к этому вернуться. Я хочу написать о смерти смешно, мне кажется, это очень важно. Я такой немножко застрявший между смехом и горечью человек, я очень люблю Кустурицу, я очень люблю «Не горюй» Данелии. И мне кажется, это очень правильный, очень правильный подход к смерти, и об этом тоже нужно писать, и в том числе смешно писать. Еще одна ваша цитата из интервью, по-моему, «Ведомостям». Боже мой, сколько всего я наговорила. Да, у вас немало интервью. Одиночество для меня пытка. Вот одиночество – это самая большая пытка, которая есть сейчас. И как вы справляетесь с ней? Просто избегаете или все-таки пытаетесь перебороть? Одиночество в смысле, когда у тебя нет рядом близких людей. То есть я не подразумевала там женское одиночество или физическое абсолютное одиночество, потому что если, допустим, у меня сын в отъезде, он там где-то, но он у меня есть, это тоже греет душу. Я боюсь вот этой покинутости, когда ты никому не нужен, когда тебе некому ничего сказать, ну вот оно, все, ты никому не нужен. Вот этого одиночества, мне кажется, боятся все. Я вообще не верю, что человек может выжить в одиночестве. Это как, помните, был такой тяжелый психологический опыт, когда людям отключали эмоции. Это сенсорная депривация, кажется, вот правильно так называется. Ставили опыт над людьми, помещали их в темное помещение. Если им отключали 2 органа чувств, они заболевали через 2 недели, а если отключали все органы чувства, они через месяц сходили с ума и умирали. Если ты не чувствуешь вкуса, запаха, если к тебе не прикасаются. Ведь во время Второй мировой войны тоже так было. Дети, к которым не прикасались, мамы же постоянно работали на заводах, и дети вырастали в... Как же назывались места, где, в общем, они были в яслях и прочее. И если к ним не прикасались, они больше болели. Просто прикосновение. Если всего этого лишить человека, он через месяц умирает. Через 2 недели сходили с ума люди, если лишали их 2. Вот мне кажется, одиночество сродни вот этому вот ощущению, когда тебе отключают просто все чувства. Вы когда-нибудь думали о том, что будете делать, если не писать? Даже не хочу об этом думать. Это ужас просто. Ну, наверное, что-нибудь придумаю. Бухгалтером точно не буду. У меня сын надо мной вот так вот издевается. У меня за 9 лет вышло 10 книг. Он говорит: мама пишет как подорванная из страха, что если она не будет писать, ей придется возвращаться в бухгалтерию. Нет, туда я не вернусь. Ну, что-нибудь придумаю. Не работать нельзя. Напоследок еще одна ипостась ваша. Вы попечитель фонда созидания. Да. Расскажите, пожалуйста, почему вы стали попечителем именно этого фонда и вообще, что вас сподвигло заняться благотворительностью? Я очень люблю фонд созидания, потому что там работают совершенно самоотверженные люди, и каждый из них пример для подражания. Фонд небольшой, но ему уже 18 лет. Он один из старейших российских фондов.
У нас очень много прекрасных программ. Например, у нас есть стипендиальная программа «5 с плюсом». В России очень много детей, действительно талантливых, из малообеспеченных многодетных семей. И мы находим доноров для этих детей, которые ежедневно перечисляют им деньги, на которые эти дети могут купить себе учебники, позволить себе из своей деревни выбраться в соседнюю деревню, потому что школа там, заниматься онлайн с преподавателями. И у нас был случай совершенно трогательный. Из-под Иркутска мальчик потом поступил в МГИМО на бюджет, и у родителей не было денег отправить его в Москву, они продали корову. Вот, и он потом приехал в Москву, репетиторствовал, заработал эти деньги, купил им корову. Вообще в стране прекрасных людей море и прекрасных историй море. Мы просто об этом не знаем. Мы помогаем вот этим региональным библиотекам. Мы ведем аниридию. Это редкое заболевание, когда дети рождаются без оболочки глаз. Генетическое тяжелое заболевание, которое до последнего времени в России даже не диагностировали. Если вовремя диагностировать, можно сохранить до 30% зрения. Это много. Это действительно много. Если нет, ребенок слепнет просто. Поэтому вот если у кого-нибудь есть проблемы с аниридией, по крайней мере, вы знаете, куда обращаться. Это фонд созидания. И мы стараемся помогать, когда какие-то срочные сборы. Например, в больницу поступает ребенок, на операцию нужно 3 миллиона рублей, а деньги нужны были вчера, операцию нужно делать сегодня. И в этом случае тоже мы подключаемся. Я всего-навсего попечитель. Я не делаю даже тысячной доли того, что делают сотрудники фонда. И директор фонда Лена Смирнова, и девочки, и мальчики, которые там работают, и волонтеры, которые всегда нас поддерживают. Это просто люди, которые вынуждены брать часть функций государства на себя. Иногда благотворителей упрекают в том, что они какая-то имиджевая история, прочее, прочее. Вы знаете, я не знаю ни одного благотворителя, который бы не хотел того, чтобы наступил тот день, когда ему не нужно было бы искать деньги для очередного ребенка, очередного взрослого. И поэтому я счастлива просто, что созидание доверило мне такую для меня важную действительно роль быть попечителем. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно душевно с вами поговорить. Спасибо огромное и мне. Сегодня в программе «Час пик» была писательница Дарина Абгарян.